2013 год был для Insomniac Games одним из самых занятых в ее жизни. В первой половине года основной офис студии в Калифорнии завершал работу над кооперативным шутером Fuse, одновременно с этим готовясь к началу полноценного производства Sunset Overdrive. Более мелкий офис в Северной Каролине был занят пострелизной поддержкой вышедшей годом ранее Ratchet & Clank Full Frontal Assault, а еще вся студия целиком готовилась к полнометражной экранизации Ratchet & Clank, которая должна была выйти в 2015 и в компанию которой тоже нужна была своя игра. Звучит как веселая жизнь, однако поверх этого накладывается еще и момент о том, что история, остановившаяся в 2009 году в Ratchet & Clank Future A Crack in Time, все еще требовала своего продолжения, которого из-за этой экранизации теперь пришлось бы ждать дольше, чем изначально планировалось, и которая уже выглядела бы немного странно после двух неоднозначно принятых спин-оффов и игры, основанной на фильме, основанном на игре. Саге Ratchet & Clank Future нужен был эпилог, который был бы чем-то вроде подведения ее итогов, и который стал бы хорошей точкой для того, чтобы поставить эту историю на паузу и затем уже продолжить ее как следует. Однако вся эта движуха означала, что на создание этого эпилога у студии будет очень мало времени, а сам он получится совсем небольшим. После тех спин-оффов это выглядело как рискованный ход, а на игру возлагалась весьма немаленькая задача, которую ей нужно было успеть выполнить за короткий срок, как в смысле времени прохождения, так и в смысле продолжительности разработки. Результатом стала Ratchet & Clank Into the Nexus. Многие из тех, кто в нее играл, считают, что со своими задачами игра более чем справилась. Пусть даже нас таких игравших и немного, потому что игра вышла всего лишь за несколько дней до старта продаж PlayStation 4, главный эксклюзив которой NEC перетянул на себя все внимание и обеспечил Into the Nexus худший с двукратным отрывом продажи во всей серии. Всего 600 тысяч копий. Хотя ладно, тут может и не одну только NEC винить стоит. В любом случае, какими бы ни были продажи, гораздо важнее то, какой игра получилась, и лично я мнение большинства разделяю. Into the Nexus — это отличная игра, это крутой эпилог, и она полна новых идей, что, впрочем, не отменяет того, что, как и во всей этой серии, здесь все равно есть много важных «но», которые нельзя игнорировать, и что эта игра тоже стала жертвой обстоятельств, не только своего собственного производства, но и всего остального, что копилось еще с самого начала саги Future. Иронично, но это даже идет хорошо в тему тому, о чем рассказывает сама игра. Еще начиная с Tools of Destruction, серия старалась ответить на важные вопросы для этой вселенной и для самого Рэтчета. Что произошло с ломбоксами и куда они делись? Почему Рэтчет остался один в своем роде? Да проехали мы уже ее. Какой была его родная семья? На протяжении нескольких игр мы пытались найти на них ответы, но все выходило не так, как хотелось. Рэтчет был буквально в шаге от того, чтобы встретить других ломбоксов в их измерении. У него была возможность не просто встретить, но спасти своего собственного отца и остальных от тех ужасов, что совершил император Тахион со своей армией больше 20 лет назад. Но оба раза привели бы к страшным последствиям для того мира, где Рэтч живет сейчас, и на такую жертву он пойти не мог. Но даже такой его выбор не прошел без следов. Его желание найти эти ответы всегда было сильным, и однажды это уже чуть не перевело его за черту, почти рассорив его с Клэнком и чуть не заставив его сделать то, о чем он сам потом очень сильно пожалел бы. И спустя время судьба свела его с Алистером Азимутом, который показал, что было бы, если бы Рэтчет тогда не остановился вовремя. Одно решение Алистера привело чуть ли не к истреблению всего вида, и груз вины за это возвел его желание исправить свою ошибку в абсолют. Он оказался полностью им ослеплен, и ему пришлось пожертвовать собой, чтобы результат его попыток вернуть все назад не уничтожил вообще все. Он был единственной связью Рэтчета со своим отцом и остальными ломбоксами, и он погиб прямо у него на глазах, поглощенный тем же желанием воссоединиться со своими. Такое не забывается. Рэтчета это на какое-то время вообще ввело в депрессию, и пусть даже он смог из нее выбраться, такой отпечаток все равно уже не уйдет и будет время от времени о себе напоминать. Что если бы он смог переубедить Алистера? Что если бы он прошел тогда в тот портал? И чем тише вокруг, тем проще утонуть в мыслях об этом. Именно про это и говорит Into the Nexus, потому что на сей раз наши злодеи — это не жадные до денег бизнесмены или безумные ученые с повесткой. На сей раз это Нефтин и Вендера Прок, просто брат и сестра, близнецы, которых, как и Рэтчета, еще в младенчестве родители оставили сиротами в незнакомом мире, пытаясь скрыть их от опасности в родном месте, и которые всю жизнь пытались найти свою семью. Их, однако, судьба повела совсем по другой дороге. В детском приюте над ними постоянно издевались и насмехались, и даже после у них не было никого, кроме друг друга. Логично, что теперь и им самим на окружающих плевать. Загвоздка в том, что родом близнецы из другого измерения, которое называется Чёрта Вселенная. Я отказываюсь признавать официальную локализацию, нифига это не пусто Вселенная, и ее обитатели вообще не пустяки какие-то там. Поэтому, чтобы попасть туда обратно, им нужен измеренитель. То самое устройство, созданное ломбоксами, чтобы победить крагмитов в войне, а затем исследовать все известные измерения. Оригинальная модель, правда, сломалась еще в Tools of Destruction, так что примерно за полгода до событий игры близнецы совершили нападение на компанию Pollex Industries, которую в A Crack in Time для своих целей использовал Нефариус, и на которую мы технически тоже напали, и похитили ее главу
главу, чтобы он помог им что-то с этим сделать. Однако по итогам того нападения Вендру Прок все же поймали и осудили на 5 пожизненных сроков. Из двоих близнецов именно Вендра представляет большую опасность, не зря ее прозвали космической ведьмой, поэтому за процессом ее транспортировки в одну из самых защищенных тюрем в галактике попросили присмотреть наш дуэт. Они, правда, относятся к этому весьма легко и расслабленно, не придавая особого значения опасности их заключенной. Чего не разделяют ни Талвин, позвонившая уточнить, все ли в порядке, ни Кронк и Зефир, которые находятся на борту корабля вместе с нами. Пусть даже последние и нашли время вздремнуть на последних часах пути. И, кстати, да, здесь снова есть Талвин, пусть и с новой актрисой озвучки, Кронк и Зефир, живые прямо на экране и, по всей видимости, имеющие какие-то важные роли. Спасибо, что ли, комиксу за то, что он вел их обратно. Вступление Into the Nexus вообще гораздо более тихое и спокойное, чем обычно бывает в серии, раз мы тут одни на корабле, где почти все свои. Но это же делает его одним из моих самых любимых благодаря развитию, которое дает эта тишина. Мы уже на подлете к тюрьме, так что настало время разбудить Вендру. Простые повседневные подколы наших героев тут же отменяются, когда проснувшаяся ведьма с помощью своих способностей полностью отрубает весь корабль, оставляя нас без гравитации и без света, и нам приходится быстро все восстанавливать с одним лишь фонариком под рукой и проверять камеру Вендры, чтобы еще чего хуже не произошло. И это показывает нам сразу две очень крутых вещи, что делает эта игра. Во-первых, грави-ботинки Рэтчета получили очень приятный апгрейд и теперь умеют прицельно магнититься к дальним поверхностям. Пока мы пробираемся через корабль без гравитации, Вендра постоянно пытается нас убить, включая лифты в шахтах, подчиняя себе роботов-уборщиков и настраивая их против нас и так далее, и пытаться справляться со всем этим в невесомости с новыми ботинками, постоянно прыгая от стенки к стенке, очень даже весело. А во-вторых, этим эпизодом игра демонстрирует свою главную фишку — акцент на более стрёмную и пугающую атмосферу. Конечно, полноценным хоррором она быть даже не пытается, не с этим возрастным рейтингом, но вот вызвать у вас чувство тревожности она хочет не раз и не два. Я обожаю такие промежуточные ужастики, и Into the Nexus справляется с этим отлично. Вы почти одни на темном, обесточенном космическом корабле, где неизвестная сила выставляет все окружение против вас. Ситуация не под вашим контролем, вы не знаете, чего ждать. Единственный источник света — это ваш фонарик, и новая для этой игры система освещения создает весьма реалистичные тени от объектов, которые позволяют нагнать еще немножко жути. В один момент Вендра открывает дверь наружу прямо когда мы проходим мимо, и нас выкидывает в открытый космос, где мы сталкиваемся с последствиями принятого Рэтчетом ранее решения срезать через астероидный пояс. Теперь мы сами вынуждены уворачиваться от камней, будучи примагниченными к крылу корабля, чтобы потом попасть обратно внутрь. И именно эта игра лучше всего задействовала появившуюся еще в Quest for Booty способность музыки молчать. Здесь, в космосе, она выставляет на первый план свой звуковой дизайн. Мы находимся всего лишь в метрах от огромных двигателей, но их шум все равно очень глухой. Все, что слышно кроме них, это проносящиеся мимо на огромной скорости астероиды, которые иногда врезаются в обшивку, значит, в вас тоже может прилететь. На самом деле нет, но представим, что да. А громкое дыхание Рэтчета через шлем лишь подчеркивает всю чужеродность и опасность окружения. Лично я вообще ловлю здесь вайбы Dead Space, что я и близко не подумал бы говорить ни про одну предшествующую часть, но тем не менее это так, и меня это крайне радует. Несколько минут спустя, когда нам наконец удается запустить гравитацию и попрощаться взглядом с физически почти корректными ящиками, которые мы после этой игры больше не увидим, дела переходят от плохих к еще худшим, потому что на горизонте объявляется брат Вендры, Нефтин, который хочет вызволить свою сестру, и в помощь он привел с собой не абы кого, а решал задешево, которых мы не видели аж со времен Going Commando. Взрыв из прошлого прямо от души. 3, 2, 1, mark. Упс, wrong button. Взрыв и в прямом смысле тоже. Ребята вообще не шутки шутить сюда прилетели и сразу же начали с обстрела нас ракетами. Прямо на наших глазах, пока мы снова болтаемся в космосе, они со всей дури таранят наш корабль, чтобы пробраться внутрь. Мы срочно возвращаемся из невесомости, они уже там, пробегают мимо стройными отрядами. Постановка всего этого эпизода прекрасно передает, насколько мы не в позиции силы. Несмотря на четкие указания Рэтчета не вмешиваться самостоятельно, Кронк и Зефир все равно это делают и в итоге оказываются пойманы и связаны близнецами Прок. Вендра и Рэтчета с Клэнком обездвиживает, когда они приходят на подмогу. Теперь даже они беспомощны и ничего не могут сделать. И, кстати, пока мы сюда шли, решалы успели заложить по всему кораблю кучу взрывчатки, которую даже Нефтин считает перебором.
но Вендра демонстрирует все свое безумие, хватая в руки детонатор и взрывая весь корабль вместе со всеми, кто был на борту. Рэтчета и Клэнка высасывает в космос через разбитое окно, но Кронк и Зефир, намертво привязанные к балке, избежать своей участи не смогли. Всего примерно за 20 минут мы перешли от простых дружеских шуток до буквального убийства Кронка и Зефира, самых близких к понятию семьи личностей для Талвин, ее последней связи со своим исчезнувшим отцом, и все руками брата и сестры, которые сами пытаются найти свою родню. Это отличный способ показать, что с легкомысленностью спин-оффов покончено. Игра прямо с порога дает не только Рэтчету, но и Талвин еще одну мощную травму, с которой им придется жить. Какой бы тяжелой ни была потеря, еще не время ее оплакивать. Решалы все еще здесь, и они в курсе, что нам удалось выжить. Надо собрать волю в кулак и бежать вперед, сражаясь с наемниками прямо в невесомости посреди обломков уничтоженного корабля и избегая их попытки таранить все эти останки в надежде убить и нас тоже. Среди всего этого хаоса нам удается затеряться и заставить их думать, что с нами покончено, а самим при этом тайком проникнуть на корабль одного из решал, на котором мы добираемся до ныне заброшенной планеты Ерек, где близнецы впервые и были найдены 20 с лишним лет назад, и Рэтчет оказывается вынужден сообщить Талвин плохие новости. We lost them. We lost Kronk and Zephyr. You lost them? I'm so sorry. But Clank and I are going to stop them before they hurt anyone else. Listen to me. Come back to Meridian City. Tal, Please. You and Clank. You're all I have left now. Это сильная сцена, которая возвращает нас к темам, которые были оставлены в саге Future, но со всем, что успело произойти за последние несколько минут, она делает это с гораздо более явным намерением, что определенно хорошо, потому что те игры иногда пытались брать слишком много на свою тарелку и в итоге могли запинаться сами о себя же, а вот Into the Nexus этой ошибки старается избежать. Конечно, до конца это и у нее сделать не выходит, потому что даже с учетом абсолютно всех побочек она длится всего лишь часов 7-8, а без них вообще 4-5, и в связи с этим она местами все еще явно торопится. Но зато она хотя бы не пытается рассказать про 1000 вещей разом, и это уже ей очень хорошо помогает. До релиза Into the Nexus называли возвращением к корням, и уже первая наша планета очень хорошо это демонстрирует. Она приносит нам самый классический для серии левел дизайн, который мы толком не видели еще со времен аж Tools of Destruction, где вся локация поделена на несколько привязанных к ее центру областей, в которых нужно выполнить разные задания, и вы можете заняться ими в любом порядке, в каком вы только захотите. Со временем, пока серия все дальше уходила от своих корней платформера, левел-дизайн тоже менялся и становился более линейным, чтобы лучше сочетаться с тем экшен-шутером, в который она превратилась, в итоге уткнувшись в Crack and Time, которая хоть и позволяла вам посещать планеты в разном порядке, но сами уровни все равно были почти целиком линейные. Into the Nexus же старается восстановить традиционный дизайн, но в более современном стиле. Сначала у нас есть только один небольшой линейный путь, призванный освежить в памяти платформинг и систему передвижения, а затем выдать нам единственный новый гаджет в игре, который позволяет создавать грави-тоннели наподобие он их в Portal 2, в которые можно запрыгнуть и пересечь какое-нибудь ущелье или подняться наверх. Ничего сложного с этим нет. Сначала выстрелили в панель, от которой вы хотите улететь, а потом в панель, к которой надо прилететь. И на этом тоннель готов. Со временем игра начнет строить с их помощью простенькие головоломки и испытания на скорость, заставляя вас быстро создать тоннель, пока вы все еще летите в текущем прямо навстречу смертельной ловушке, но в целом используется эта штука недостаточно часто, чтобы достигнуть всего своего потенциала. Но после того, как мы ее получаем, эта вступительная дорожка становится более недоступна, и мы оказываемся уже на основной части уровня, которая сразу же встречает нас развилкой. Налево пойдем, на решал натолкнемся. Это классический путь просражения, который теперь, однако, куда активнее задействует платформинг, чтобы одна сплошная пальба вам не надоела. В конце мы внезапно находим инфобот, ну и отсылка к старым добрым, который зазывает нас на местную арену. Before Destructapalooza, I was CEO of a respectable mutual fund and brokerage firm. Now I prey on the innocent for a living because the economy is in the shit. Destructapalooza! Прямо пойдем? Не пойдем пока что. Это обманка, нам сначала в обход нужно. А вот направо у нас основной путь, который проходит через канализации и пещеры. I am surprised you are so quick to hop into a sewer. those two killed Kronk and Zephyr. I don't care where we have to go. Обычно это был бы более спокойный и ориентированный на головоломки путь, который в основном заставлял бы нас пользоваться всякими гаджетами, и в какой-то степени это правдиво и здесь. Однако раз с гаджетами на этот раз у нас не то чтобы густо, то в дело включается большое количество платформинга и небольшие столкновения с врагами время от времени. Это своего рода гибридный путь, который сочетает в себе все основные режимы геймплея RNC и разбавляет их между собой так, чтобы вы всегда занимались чем-то разным. В общем-то, как и многие уровни из той же Crack and Time, но здесь все пропорции выверены намного лучше, что лично
для меня делает процесс более увлекательным. По пути мы находим самого Поликса, которого похитили Вендра и Нефтин, и узнаем, что его заставили работать над неким межпространственным портальным устройством. Что бы это могло значить? А сам он, перед тем как делать отсюда ноги, дает Клэнку небольшой апгрейд, который позволяет ему самому путешествовать в чертов вселенную, что знакомит нас с его новым геймплеем. На сей раз он выглядит как двухмерный сайд-скролл-платформер, где нам нужно прыгать по платформам, избегая препятствия, вот удивительно, и решать простенькие загадки. Но главная фишка здесь в том, что у нас есть возможность менять гравитацию во всех 4 направлениях, и это как раз является фундаментом для пазлов и самого левел-дизайна. У вас не выйдет их пройти только традиционно вниз ногами. В этих секциях нет ничего сложного, но эта штука с гравитацией заставляет вас по-новому думать о перемещении, и это и есть главный источник веселья. Цель этих наших путешествий — добраться до спящего в конце локации чертика, врезать ему по морде, чтобы разбудить, а потом со всех ног нестись обратно, пока он нас не съел, и привести его к порталу, через который мы пришли сюда, чтобы он, пройдя за нами в наше измерение, разрушил какую-нибудь стенку и дал нам пройти дальше. Это весьма быстрые секции, примерно на пару минут каждая, но играются они вполне свежо и интересно. С каждой из них связаны и по несколько скиллпоинтов, которые, кстати, мы тоже в этой игре видим в последний раз, где от нас требуется пройти их за определенное время, поменяв гравитацию меньше, чем определенное количество раз, или не получив никакого урона, но даже и без них здесь есть что осваивать. При должном умении можно каждую секцию пройти даже почти ни разу не касаясь земли, что как минимум просто выглядит красиво. Мне нравятся эти секции. Я бы сказал, даже больше, чем большинство вариантов пресловутого геймплея с гаджеботами, которые мы видели за все эти годы, но здесь тоже есть своя заминка. Несмотря на свою короткую продолжительность, на всю игру этих секций есть всего лишь 6, из которых 3 мы встречаем в первые минут 15 после того, как мы только получаем эту возможность, а еще 2 происходят почти подряд прямо посреди финального сражения. И на всю остальную игру у нас остается лишь один такой сегмент. Что обидно, потому что я хочу еще. И с одной стороны, как бы и понятно, что пусть даже они и занимают всего минуту-две времени, но если натыкать их слишком часто, то они просто наскучат и сломают темп игры, но с другой, такое неровное распределение тоже бросается в глаза, и лично мне говорит о том, что разработчики или не знали, куда впихнуть еще, а я бы подсказал, можно же делать опциональные закрытые комнаты или что-нибудь в таком роде, или, что я считаю более вероятным, им на это просто не хватало времени, ибо в полном продакшене игра провела меньше года, а работала над ней все та же небольшая команда в Северной Каролине, что отвечала за All for One и Full Frontal Assault. И подобных крутых вещей, которыми Into the Nexus завлекает, а потом не дает им полноценно раскрыться, в игре заметное количество. Те же грави-тоннели Ratchet могли бы быть интереснее. Например, вас можно было бы заставить сражаться с врагами, пока вы парите над бездной. На той же арене, кстати, это было бы очень к месту, ибо это единственное наше устройство, которое там не используется. Или задействовать более замороченные цепочки тоннелей для преодоления сложной местности. Они и сейчас вполне неплохие и хорошо разбавляют геймплей в тех не особо частых ситуациях, где они появляются, но потенциал для большего прям очевиден. Эта же планета Ерек пробует новые для серии способы подачи сюжета. По пути к приюту, в котором выросли Вендра и Нефтин, мы находим несколько внезапно аудиодневников, откуда мы узнаем, как близнецы дошли до жизни такой и как они пытались попасть в свое родное измерение. Такое не ожидаешь увидеть в Ratchet & Clank, но тем не менее оно здесь есть и оно интересное. Этого хочется еще, но опять же после этой планеты мы таких аудиологов больше не увидим, что так-то можно понять, потому что те записи, что здесь есть, основную информацию передать успели и вставлять сюда больше нет необходимости, но с помощью дополнительных дневников все же можно было еще сильнее углубить историю и самих персонажей-близнецов, в особенности Вендру. Нужно ли это? Вопрос открытый, хотя навскидку я и не вспомню примеров, когда дополнительная предыстория могла бы навредить, и говорю я это все не для того, чтобы поругать игру, вообще ни разу, ибо Into the Nexus одна из моих любимых частей серии, просто все это крутые и интересные идеи, которые уже сейчас реализованы очень хорошо, но могли бы быть еще лучше, не будь у Insomniac так мало времени и не будь сама игра такой короткой. Чего у игры получается придерживаться лучше, это своей жутковатой атмосферы, которую мы наблюдали еще во вступлении, и которая даже не заканчивается после одного уровня. Дорога к приюту проходит через темные пещеры, где мы в очередной раз бегаем только с одним фонариком, а повсюду то какие-то противные крабообразные существа бегают, которые то прячутся от нас, то нападают, то сталактиты внезапно сверху падают. Рядом с пространственными разломами, через которые проходит Клэнк, постоянно слышно чей-то шепот. Игра пытается задействовать окружение по максимуму, чтобы дать ему желаемый вайб. И даже когда мы добираемся до приюта, это не уходит, а нагнетается еще сильнее. И не только потому, что это,
в заброшенный детский приют, что уже по умолчанию крипово. Здесь она начинает намного сильнее, чем обычно, налегать на пространственное повествование. Нестандартно мощный для серии черный юмор с игрой в классике, конец которой находится прямо у 300-метрового обрыва, даже без заметок Вендоры сам по себе весьма недвусмысленно говорит об атмосфере, что здесь когда-то царило. Внутри, когда мы находим комнату близнецов, по всем их рисункам и настенной живописи мелками видно, насколько они были одержимы идеей даже тогда. Между всем этим игра даже пару легких скримеров вкидывает, просто чтобы еще немного поддержать атмосферу. В одном из случаев даже предусмотрительно заранее отключив музыку. Это все для серии необычно, но выполнено так круто, что не проникнуться очень сложно. И не важно, что даже к этому моменту смысл нагонять пугающий вайб на поверхности уже исчез. Да, мы находимся в заброшенном секторе галактики, который стал таковым из-за того, что его якобы населили привидения, но уже когда Клэнк получил свою новую способность, стало ясно, что никаких привидений здесь нет. Это все наши чертики, которых в наше измерение пытались привести близнецы, когда узнали, что сами к ним попасть не смогут. И раз враг нам теперь известен, то казалось бы, чего и бояться. Но у нас все еще остается их таинственная и загадочная натура, которую можно использовать. Да и сам факт нашего нахождения в заброшенном и полуразрушенном секторе — это уже повод напустить немного крепоты. Я только за. Несмотря на это, игра все равно не забывает и про комедию. You have to concentrate on who you wanted to find. My friend, I got family problems too. Don't be afraid to share your pain. That's a lot of pain. Кстати, да, по итогу мы выясняем, что благодаря Полексу близнецы обзавелись новым самодельным измеренителем, с помощью которого они открывают портал в свое измерение и приносят оттуда своих сородичей-чертиков. Всех сразу, правда, притащить пока не получается, и в числе отстающих их предводитель, которого Вендора зовет Мистер Глаз, с чего бы, и который этим фактом очень недоволен. Зато он замечает, как наш дуэт подглядывал за ними из-за угла, поэтому у чертиков тут же начинается веселая активность под названием «Убить Ломбакса». В бою эти чуваки ведут себя примерно как крагмиты на минималках, ибо хоть они тоже могут телепортироваться туда-сюда, но делают они это не так активно, прежде всего потому, что оружие, которое позволяло бы надолго вводить врагов в стан, вы получаете намного позднее, да и в принципе они не настолько сильные. И это все неспроста, потому что изначально Into the Nexus задумывалась быть игрой совсем про другое. Ее первые концепты достаточно глубоко исследовали возвращение тех самых крагмитов, да не просто самих по себе, а с целым обществом ломбаксов, которых они держали не то в заключении, не то в рабстве, не то что-то типа, и внутри этого общества было свое сопротивление, которое старалось бороться с этими космическими тараканами, и от которого игре досталось ее название. Хотя она могла и свой каламбурчик получить. Мечты. Несложно догадаться, что мы бы присоединились к ним и сражались вместе, и, судя по всему, этот концепт в какой-то степени мог дойти до хотя бы минимальной играбельной стадии, раз наши чертики в геймплее так похожи на крагмитов. Но вполне логично, что эта тема в масштабах серии слишком важная, чтобы пытаться ее раскрыть в коротюсенькой игре, которая вышла настолько на закате поколения, что на фоне новой консоли про нее даже думать бы забыли. Конечно, можно было бы попытаться запилить проект помасштабнее, но, во-первых, покупать новую игру франшизы, которая и так в последние годы творила что-то странное, за full прайс за несколько дней до выхода PS4 все равно мало кто захотел бы, а во-вторых, новая Insomniac все же старалась не повторять своих прошлых ошибок, и браться за подобный эпик в таких условиях явно было бы не самым мудрым решением. Хотя сегодня эти факторы сложили в себе худшее из двух миров. Пусть даже на старте Into the Nexus стоило $30, из-за очень плохих продаж и ограниченного тиража дисков мы получаем игру, которую нынче попробуй найди, если нашел кучу денег за нее отвали. И даже после этого ее при большом желании легко можно пройти всего за один присест. Шедеврально. В ее защиту она делает все в своих силах, чтобы ее короткая продолжительность ощущалась как можно более насыщенной. После организованного близнецами недонашествия чертиков они отправились на планету Сайлокс, чтобы уже окончательно перетащить всех сюда, включая и Мистера Глаза. Однако без джетпака, который можно выиграть на арене, мы там сильно далеко не уйдем, так что по дороге мы останавливаемся ради небольшого месилова с решалами и нового апгрейда для Клэнка. И, во-первых, джетпак — это одна из лучших фишек этой игры. Если вы помните левитатор из Going Commando, то джетпак — это примерно то же самое, но намного лучше, потому что он используется не только для того, чтобы пересечь какую-нибудь широкую пропасть. В игре есть несколько открытых локаций, по которым можно перемещаться так, как вам угодно, насколько это возможно в условиях отсутствия нормальной земли под ногами, конечно. И благодаря джетпаку у вас появляется почти неограниченная свобода передвижения. Вы можете заглянуть почти куда угодно. Главное, не забывать время от времени подзаправлять его топливом. В воздухе вы даже все еще можете полноценно пользоваться оружием, и с некоторыми врагами действительно проще сражаться не на земле, что уже само по себе
себе делает ситуации интереснее, ибо вам не только приходится по-другому думать о собственном движении и тактиках уклонения, но и послеживать за горючим, которое, если вы невнимательны, легко может уйти в красную зону и закончиться. Джетпак используется даже на самой арене, и это приводит нас к пункту номер 2. Into the Nexus содержит в себе не только одну из самых крутых арен в серии, но и в принципе чуть ли не лучшую форму сражений на тот момент ее жизни. Игра использует тот же модульный дизайн арены, введенный еще в A Crack in Time, и задействует его еще эффективнее благодаря широкому использованию гаджетов и реализации ранее заброшенных идей. Сражение в воздухе прямо над целым озером лавы есть. Испытания на временных овербутсах с препятствиями и палящими в вас решалами есть. Классические испытания только с ключом, но на время и сложнее, чем раньше, потому что лимит вы продлеваете себе сами, есть. Кромсатель, который сидит в центре арены и регулярно отвлекает вас своими огнеметами и потоками энергии, есть. Можно ли прямо в него самого откидывать негодяев? Еще как. Заставляют ли вас расстреливать врагов в упор из снайперской винтовки, при том, что урон засчитывается только при попадании в слабые места, а вы ограничены по времени? Да, заставляют, и это весело. Эта арена создает ощущение, будто Insomniac скидала сюда вообще все идеи, какие у нее только были, потому что буквально в каждом испытании вам приходится вести себя совершенно по-разному. И это вводит в такое состояние потока, что я эту арену все время практически залпом прохожу. И даже с целым дополнительным кубком в режиме испытания я хочу еще. И даже сам процесс боя ощущается круче, чем когда-либо, благодаря системе передвижения, взятой прямиком из Full Frontal Assault, но заметно усовершенствованной и намного более отзывчивой, и самое главное, оружию, которое постоянно абсолютно разрывает. Местный дробовик со своей ненормально широкой зоной поражения, диким уроном, а с апгрейдами даже способностью замедлять врагов, схлопотавших по мордам, легко один из самых приятных в использовании, что мне доводилось встречать в играх. В кои-то веки Райна не только прикольная, но и полезная. Фундаментально это тот же поющий песни миниган-ракетница, что и Райна 5 из A Crack in Time. Только теперь эти ракеты удивительно попадают в цели, и эта штука снова всех разносит, как за нефиг делать. Даже в превращающем оружии есть смысл, ибо снеговички, в которых вы можете превращать своих врагов, могут приносить подарочки, в которых прячутся приятные бонусы типа нанотеха или патронов, пусть и совсем чуть-чуть, а с апгрейдами каждый свежеслепленный снеговичок запускает цепную реакцию, обращая всех, кто находится рядом, в зимние аксессуары. И в случае с пушками маленькая продолжительность игры в каком-то смысле даже является преимуществом, потому что апгрейдиться стволы здесь могут только до 3-го уровня против обычных 5, все вместе они занимают всего 1,5 страницы на колесе быстрого выбора, а видов врагов в игре тоже немного. Как результат, впервые аж со времен Deadlocked мы можем почти полностью забыть про концепт устаревания оружия. В Into the Nexus даже в конце игры большинство пушек все равно остаются актуальными, если их достаточно прокачать, что для RNC классического формата ощущается весьма свежо и необычно, и мне это нравится, потому что у вас все еще остается достаточно широкий, но не перегруженный арсенал, который покрывает все ситуации. Но это даже не самое интересное. Во-первых, в этом аспекте игра делает аж сразу две крутейших вещи из классической трилогии. Для начала, здесь прямо как в Up Arsenal, любое оружие перед покупкой можно лично опробовать на виртуальной арене, что как было офигительной функцией в 2004, так и осталось ей в 2013, и я не перестану говорить, что выпилили ее очень зря. А еще в Into the Nexus впервые за последние примерно 3000 лет золотые болты действительно полезны, как раз начиная с той самой Up Arsenal, они только для разблокировки скинов использовались. Прямо как в самой первой части, золотые болты используются для покупки омега-версии оружия в режиме испытания, само собой в сочетании с обычной валютой. И даже сами пушки, прямо как в той игре, здесь тоже золотые. Если это не крутая отсылка, то я не знаю, что еще сказать. А во-вторых, эта игра возвращает раританий и соответствующую систему апгрейдов оружия из Tools of Destruction, но в совершенно другой форме, которая как раз и привела все это к современному виду, что мы знаем по RNC 2016 и Rift Apart. Вместо заранее заданного дерева улучшений с небольшим количеством апгрейдов, каждый из которых стоит по-разному, отныне раританий у нас снова редкий. Каждый апгрейд всегда стоит 1 кристалл, а сами деревья стали намного больше и теперь работают совсем по-другому. Большинство улучшений сидят в своих небольших шестиугольничках и лишь понемногу усиливают базовые характеристики типа боезапаса, урона или каких-то специфичных для конкретного оружия вещей. Каждый новый шестиугольник можно открыть только рядом с уже установленными апгрейдами, и поскольку поле может быть весьма крупным и широким, вам приходится думать над тем, какие именно улучшения вам сейчас нужнее, и пилить в их сторону. И не менее важно, что в каждом дереве есть и свои секретные апгрейды, которые будут давать оружию значительные дополнительные эффекты и возможности, и получить которые можно, окружив их зону простыми улучшениями. Больше того, с каждым левелапом оружия эти деревья растут и получают дополнительные области, где можно купить еще больше улучшений, в том числе секретных, так что даже по достижении максимального уровня ствол все еще не обретает свою финальную форму и имеет пространство для роста. Это хорошая система, которая позволяет оружию лучше чувствовать себя в промежуточных
ситуациях. Когда до левелапа еще далеко, но оно уже не настолько мощное, как хотелось бы, когда оно уже на максимуме, но вы хотите продолжать им пользоваться, ну или если вам просто все время не хватает патронов. Эти улучшения не настолько значительны, как полноценные увеличения уровней, но они достаточно заметны, чтобы на какое-то время сделать ствол более способным. И пусть эта система мне нравится несколько меньше, чем то безумие, что можно было творить с пушками в Deadlocked, в рамках классической формулы RNC это, пожалуй, лучшее, что можно придумать, если мы не хотим ломать всю систему левелинга. Ну и в принципе заполнять все эти поля апгрейдов крайне приятно, этого тоже не отнять, и в какой-то степени это тоже важно. И здесь нам стоит немного отвлечься, потому что плавное продвижение по дереву апгрейдов это не единственная причина, почему гиперинфляцию раритания из Tools привели обратно в норму. Into the Nexus вышла в конце 2013-го, под самый старт PlayStation 4, а в то время Sony очень активно налегала на интеграцию своих консольных игр с приложениями и даже отдельными играми-компаньонами на смартфонах, и Nexus этого тоже не избежала. Встречайте Ratchet & Clank Before the Nexus, вторая мобильная игра серии, которая вышла на iOS и Android почти одновременно с самой Into the Nexus на PS3, и главная фишка которой как раз в том, что вы можете связать ее со своим аккаунтом PSN, после чего весь раританий, который вы зарабатываете в мобильной игре, можно переносить на PS3. Только с этим есть несколько малюсеньких таких важных проблем. Во-первых, сама Into the Nexus в спокойном темпе проходится примерно за 5-6 часов. Это 2, ну может быть 3 вечера игры, и то время, которое вы гипотетически можете вкладывать в мобильные игры параллельно этому, вряд ли окажется значимым. Потому что пункт номер 2. У меня есть две версии футажей игры. Одну я записал на андроиде, другую на айфоне, потому что на андроиде получилась шляпа. В обоих случаях я провел в игре примерно по 2 часа, и в обоих случаях я за это время получил меньше раритания, чем за такое же время я зарабатывал в Into the Nexus. Не говоря уже о том, что и без мобильной игры раритания в ней вполне хватает. Можно, конечно, поспорить, что такая черепашья скорость получения кристаллов могла быть способом подтолкнуть игроков к микротранзакциям, потому что естественно игра фри-то-плейная, а вы как думали? И да, на страницах игры что в App Store, что в Google Play я нашел упоминания и даже ценники на паки простых болтов, в обмен на которые уже можно покупать раританий. Но в самой игре я облазил все меню, какие только есть, и никакого магазина микротранзакций почему-то так и не встретил. Что так-то хорошо, но только весь смысл игры от этого пропадает окончательно. Потому что Before the Nexus это просто бесконечный раннер, коих в то время было как грязи, и сейчас их вагон, что уж там. Что на фоне по-честному годного двухмерного платформера в лице Going Mobile выглядит весьма разочаровывающе. Справедливости ради, своя фишка у этой игры тоже есть. Вы не просто бесконечно бегаете повсюду, но еще и сражаетесь с врагами по дороге. Как и во всех остальных частях, у вас есть несколько видов оружия, которые вы можете покупать, прокачивать за деньги, и прямо посреди сражения переключаться между ними. Можно покупать дополнительную броню, чтобы защищаться от урона, и время от времени вы даже будете натыкаться на небольшие сражения с боссами. Точнее, с одним боссом. Весь сюжет игры укладывается буквально в одно предложение. За несколько месяцев до Into the Nexus, отсюда и название, близнецы Прок в своем нападении на Pollex Industries похитили не только главу компании, но и еще одного чувака оттуда. И теперь мы их преследуем в попытках поймать. Все. Так что единственным боссом в игре выступает только корабль, на котором летают близнецы, отчего весьма забавно бывает наблюдать, как за один забег вы можете одержать верх сразу в нескольких босс-файтах. Однако в целом все это играется весьма топорно даже по меркам мобильных игр того времени. Во-первых, в сражениях для того, чтобы попасть в какого-то врага, вам нужно ткнуть в него пальцем, но этим вы регулярно перекрываете себе половину всего экрана и просто ничего не видите. И здесь даже хаотичное переключение между полосами вторым пальцем не сработает, потому что какого-то черта игра не понимает больше одного пальца за раз. Либо вы стреляете вслепую, либо всеми правдами и неправдами уклоняетесь от огня. Во-вторых, само движение тоже весьма дубовое. То не очень срабатывает, то зачем-то пытается компенсировать ваше движение и вносит свой собственный ввод, что чаще всего приводит к смерти, то вообще неправильно вас понимает. И это не говоря уже про почти отсутствующие анимации персонажей, из-за которых они визуально ощущаются как бревна. В-третьих, в этой игре, пожалуй, самый странный баланс, что я видел вообще где-либо. Оружия здесь немного, но для Райна место все равно нашлось, и для того, чтобы ее получить, нужно всего-то найти 10 терахноидов. У меня получилось это сделать за 40 минут, и за это время я не то что все остальные пушки не успел купить, я ни одну из них даже не прокачал до максимума и ни разу не успел накопить достаточно денег на броню, но зато уже гонял самым мощным стволом в игре. А пока Райна вы не нашли, то единственное оружие, которое вам нужно, это дробовик, потому что он наносит самое большое количество урона, у него есть разброс, и каким-то чудом он идеально попадает даже во врагов, которые находятся от вас очень
очень далеко, а еще он самый дешевый. Ни одно другое оружие даже близко сравниться с ним не может. Ну и в целом слепленная игра явно на коленке и с бюджетом в батон хлеба и 1,5 бутылки пива. Саундтрек — это 4 или 5 композиций из Tools of Destruction, из которых взяли фрагменты по 10-15 секунд и поставили их на повтор. Графика даже для 2013-го очень не очень. Сюжета опять же нет вообще никакого, за исключением вступительной катсцены, которая играет при каждом запуске, но при этом не то что не озвучена, она даже не оптимизирована под широкоформатные дисплеи. Игра почти 2014 года. Это вообще 32-битное приложение, так что на современных айфонах с версией iOS 11 и выше она в принципе не запустится. Хорошо, что мой старенький 5s можно легко откатить до iOS 10. Да и на Android она тоже выкаблучивается. Я запускал ее на Samsung Galaxy S7 с Android 8, и помимо вылетов, там еще и фреймрейт постоянно был в районе 20 кадров, в отличие от стабильных 60 на iPhone 5s. На еще более новых Android устройствах, я подозреваю, она может работать еще хуже, если она вообще запустится, хотя проверить мне не на чем, да и не очень хочется. И если вы в Before the Nexus не играли, то ну и фиг с ним, вы ничего не потеряли. Хотя лично меня существование Before the Nexus несколько вгоняет в тоску, потому что именно вот так выглядела первая портативная Ratchet & Clank за годы, хотя все условия позволяли сделать что-то куда более интересное и стоящее, хоть на телефонах, хоть на PS Vita, что, кстати, само по себе отдельный разговор. Если не считать кошмарный порт Full Frontal Assault и переиздание оригинальной трилогии, то PS Vita оказалась единственной консолью, которая не получила свою игру этой франшизы, тогда как на той же PSP их было сразу две. И печаль в том, что к концу 2013-го, когда вышла Before the Nexus, одновременно произошли две вещи. Мобильный гейминг начал серьезно набирать обороты, и тогда на смартфонах еще были хорошие игры и масштабные порты, а Sony уже начала забивать на PlayStation Vita. Смартфоны, которые уже были мощнее, чем та же Vita, технически могли потянуть свою полномасштабную игру, но если бы такая там вышла, то это очень расстроило бы владельцев Vita, которые вообще не для этого консоль покупали. Если бы она вышла и там, то это тоже было бы воспринято так себе, потому что в версии для Vita не было бы ничего особенного, и ее все равно никто не купил бы, потому что сама консоль никому была не нужна. А своя отдельная игра именно для Vita, это надо вбухивать слишком много времени и ресурсов ради игры для платформы, на которую уже всем было пофигу. Обидно. Зато сама Into the Nexus по изначальной задумке как раз могла обзавестись портом для Vita. Сама Insomniac была бы рада увидеть эту игру на портативке. Судя по маркировке на списке ачивок игры, какой-то очень ранний билд Into the Nexus на Vita даже мог существовать. Ну или метку просто по ошибке поставили, как знать. Но факт в том, что этим желанием не суждено было сбыться. Что логично, потому что даже порт Full Frontal Assault уже задержался на целых полгода и все равно был ужасного качества, чем и сама Insomniac была не очень довольна. А с Into the Nexus такой трюк уже не прокатил бы сразу по двум причинам. Раз, за порт Full Frontal Assault отвечала не Insomniac, а сторонняя студия Team Giant. Когда Sony анонсировала экранизацию серии, а Insomniac взялась за подготовку парной игры, по изначальному плану все это должно было выйти в 2015-м, и Insomniac к тому моменту уже наняла Team Giant, чтобы та вытащила ассеты из HD переиздания первой части и адаптировала их под современный движок Insomniac, чтобы оригинальные уровни можно было качественно воссоздать. И учитывая, что в Team Giant и так работало 1,5 землекопа, параллельно с этим заниматься портированием другой игры на Vita у нее просто не было ресурсов. И два, даже на самой PS3 Into the Nexus работает очень посредственно. Игра целится в 30 FPS, но достигает этой отметки лишь моментами, в основном болтаясь где-то в районе средних 20 кадров с просадками до 15 и ниже, когда экшена совсем много. Один раз у меня даже вот такое произошло.
Я никогда до этого не видел, чтобы мою PS3 что-то вот настолько заставило бы задуматься. Как это даже в теории могло бы запуститься на PS Vita, мне даже представить страшно. И обычно я бы мог свалить это просто на хреновую оптимизацию, но Insomniac — известные технические волшебники, которые знают, как из любой платформы выжать максимум, и PS3 не исключение. Into the Nexus вышла в тот период жизненного цикла системы, когда студия решила ставить в приоритет качество графики, а не высокий фреймрейт. И я с уверенностью могу сказать, что когда я запустил эту игру впервые и оказался на первой же планете, я какое-то время просто не мог поверить, что эта игра работает на PlayStation 3. В окружении содержится столько мелких деталей и геометрии, в кадре происходит столько всего, что это, на мой взгляд, больше похоже на период ранней PS4, просто в более низком разрешении. Сами уровни стали настолько огромными, и плюс еще эта визуальная детализация, что по старинке держать их в памяти целиком было уже невозможно. Здесь как раз пригодилась сделанная еще для All for One система, которая делила уровни на части. И если в Into the Nexus вы попытаетесь использовать телепорт или такси, чтобы быстро переместиться в другую часть локации, то вам придется какое-то время посмотреть на загрузочный экран. Это единственный раз в серии, когда такое происходит. Зная остальные проекты Insomniac, я склонен сказать, что это скорее уже железо PS3 просто не хватало для того, чтобы реализовать видение Into the Nexus в том виде, как того хотела студия. И до, и после этой игры она всегда прикладывала абсолютный максимум усилий, чтобы ее игры не только выглядели круто, но и работали настолько хорошо, насколько это возможно в рамках железа и графики, и я не вижу, почему Into the Nexus могла быть здесь исключением. Студия даже изъявляла сильное желание портировать игру на PS4, но от этих планов пришлось в итоге отказаться, потому что движок для нового поколения очень сильно отличался, и порт потребовал бы слишком много усилий от разработчиков, которые и так уже были заняты несколькими другими проектами одновременно. Это как раз приводит нас на планету Sylox, по сей день одну из самых крупных локаций во всей серии, и одновременно с этим одну из самых интересных. Мы оказываемся в огромном заброшенном городе с совершенно дурацким названием. Что это вообще за Библснок такой? Insomniac, вас что, High Impact покусала? Который совершенно застыл во времени. Весь сектор был эвакуирован 20 лет назад из-за деятельности наших близнецов, и весь дизайн этого города в подробностях рассказывает не только об этом, но и о том, как он жил раньше. Богатством его жители явно не отличались, ибо по дороге не единожды можно встретить небольшие подворотни, где кроме кровати ничего толком нет. Бездомность была распространенным явлением. Хоть это четко нигде не сказано, но я рискну предположить, что в этом во многом виноват тогдашний мэр по фамилии Гамблбрик, который был крайне коррумпированным политиком. Настолько, что он даже использовал эвакуацию сектора, чтобы посреди всей суеты присвоить себе деньги жителей прямо из их банковских счетов, до последнего отрицал все обвинения в этом и все равно имел наглость призывать людей за себя голосовать. Даже сейчас, спустя эти 20 лет, по всему городу по-прежнему играют записанные сообщения мэра времен эвакуации, которые проливают свет на эту картину, и их слащаво-дружелюбный тон вместе с агитацией за него даже на плакатах в тех самых уголках бездомных делают все только хуже. Attention citizens, there have been reports of a large, white-skinned demon with red hair lurking on the rooftops of our city. For your own safety, I urge you to proactively ensure your own survival by offering the demon a sacrifice. Simply choose the child or spouse you love the least and tell them there is a surprise waiting for them up on the rooftop. A new toy, or perhaps that a lovely new bottle of perfume. When the demon's bloodlust is satiated, I'm confident your remaining family members will be spared. Probably. Though Gumblebrick. Помимо создания презрительного отношения к мэру, эти сообщения работают еще и как один из болтиков в машине, создающий мощное ощущение общего упадка, разрухи и дискомфорта. Уже вышеупомянутая графика в деталях изображает брошенные вещи, увядающую инфраструктуру и влияние 2 десятков лет хреновой погоды. Очень холодная цветовая гамма и ночное небо, готовящееся к грозе, исключают с экрана почти всю жизнь. Только редкие рабочие фонари могут дать хотя бы немного тепла. Из звуков во всем городе теперь слышно разве что ветер, застрявших между измерениями чертиков, и 1,5 автоматизированных поезда, которые уже из последних сил кое-как доезжают свои последние дни. И даже заглавная музыкальная тема города почти лишена жизни. Инструментов минимум, они очень мало двигаются, и в принципе это больше похоже на темный эмбиент.
атмосферы у этого местечка хоть отбавляй. Здесь мы снова возвращаемся к линейной структуре, однако огромный размер локации и ее разрушенный вид, который по сути делит ее на много мелких островков, вместе делают навигацию интересной. Особенно учитывая, что здесь постоянно происходит что-то новое. То мы решаем головоломки с гравитоннелями, то убегаем от быстро поднимающейся в канализациях воды, один раз даже на джетпаке, стараясь не потратить все топливо, то потом на этом же джетпаке рассекаем по открытой области, запуская водяные насосы. Скучать здесь явно не придется. Тем более, что по дороге с нами связывается Вендра, и Рэтчет все это время пытается уладить с ней весь вопрос мирно, всеми способами стараясь убедить ее, что то, что она хочет сделать, слишком опасно для всех вокруг, в том числе призывая ее подумать, почему она вообще оказалась в этом измерении изначально, если ее дружок Мистер Глаз весь такой из себя классный. Конечно же, это в итоге не срабатывает, и после того, как мы побеждаем Нефтина, который хотел нас остановить, Вендра снова использует измеренитель, и на этот раз уже куда более успешно, притаскивая сюда всех своих сородичей вместе с их главарем. Тому, правда, Вендра больше не нужна, и он прямо здесь же ее и предает, заточив ее саму в их измерении. И о чем-то подобном Рэтчет как раз предупреждал обоих близнецов. Пока что, правда, от этого чертового нашествия надо убежать, и по дороге внезапная помощь приходит от самого Нефтина, который теперь готов работать с нами, чтобы спасти свою сестру. Между нашим дуэтом и близнецами выстраивается любопытная динамика, которая делает вообще весь сюжет Into the Nexus концептуально одним из самых интересных в серии. И у близнецов, и у Рэтчета похожие личные истории, так что когда он говорит, что понимает их чувства по поводу поиска своей семьи, мы знаем, что он здесь абсолютно честен. Однако условия, в которых они росли, были разные, и для Вендры с Нефом они сделали эти поиски, пожалуй, даже еще более важным делом, чем для Рэтчета. В детском доме над ними все время издевались и насмехались, и никто даже не пытался им помочь. Кроме друг друга у них никого не было. В такой обстановке в любом случае начнешь мечтать о хорошей, любящей семье. Из такой ситуации будет хотеться выбраться, и со временем близнецам представилась реальная возможность это сделать. Катаклизм, давным-давно вызванный чрезмерным использованием путешествий во времени фангоидами, помимо уничтожения десятков планет, еще и создал пространственные разломы, ведущие в чертов вселенную, и через один из таких с Вендрой однажды связался Мистер Глаз и, прикинувшись другом, рассказал, что родом они как раз из его мира. Из-за физиологических особенностей чертиков, однако, близнецы обратно в свое измерение попасть не могут, и Вендра решила притащить их в наш мир. Очевидно, что без настоящего измеренителя устроить полноценное перемещение между вселенными очень сложно, и для этого нужны были годы работы, пока одновременно с этим близнецам Прог в детдоме активно портили жизнь. Вендру это в итоге довело до такой сильной одержимости, что ей не просто на судьбу целого сектора галактики стало параллельно, она даже собственного брата стала видеть лишь как инструмент для достижения своей цели. Таким громилой он был не всегда, это все дело рук Вендры, которая со временем напичкала его тело модификациями по самое не могу. Даже сердце у Нефтина теперь механическое, и его биение видно снаружи, что, кстати, в контексте визуального дизайна персонажа дает очень хороший дополнительный инструмент для передачи эмоций. И этот же дизайн тонко рассказывает свою небольшую историю. На голове у Нефтина есть весьма ощутимая прядь седых волос посреди его естественных красных, и из этого можно сказать, что нервы сестренка ему потрепала хорошо. И Нефтин знает, что она с ним плохо обращается, но понимает, что на самом деле она не такая злая, и она просто слишком сильно хочет найти родную семью, как и он сам. Он знает, что это желание превращает Вендру во что-то плохое, и что он сам от ее рук стал чем-то вроде монстра Франкенштейна. Слова Insomniac, не мои. И Рэтчет через это тоже проходил. Ему знакомо, к чему это может привести в конце. Это уже испортило Вендру и Нефтина и их отношения. Это ставит под угрозу целое измерение. Добром это явно не кончится. И слова его собственного печального опыта наконец начинают иметь реальный вес для Нефтина, когда его сестра оказывается обречена на смерть в теперь уже враждебном ей родном измерении. Поэтому он соглашается на поставленное Рэтчетом условие сдаться властям и ответить за то, что они сделали с Кронком и Зефиром, лишь бы не потерять единственную семью, что у него осталось. Близнецы Прог, пожалуй, одни из самых интересных злодеев во всей серии благодаря всему этому. За их историей, за их отношениями друг с другом, за их взаимодействиями с нашими героями действительно интересно наблюдать, однако это же лишь подчеркивает, что времени на экране им не хватает. С такой связью между двумя сторонами есть огромный потенциал для нюансов, для еще более детального исследования персонажей, однако игра длится всего около 5 часов, и на 2 из ее 5 полноценных уровней сюжета вообще толком нет, потому что один из них это арена, а второй это классический коллектотон, где мы просто собираем кристаллы, и в таких условиях сильно не развернешься, что обидно, ибо у них были все шансы стать еще интереснее, чем сейчас. Говоря о коллектотонах, да, вот мы здесь, на планете Трам, на 4-м уровне из 5, сразу после того, как Вендра запустила в наше измерение всю нечисть, а Нефтин примкнул к нам. Иди собирай кристаллы. Конечно, из этого мы получаем пару ховербутсов от вновь вернувшегося контрабандиста. I have a feeling those hoverboots belonged to you in the first place. You know,
I got that same feeling. Даже обретаем возможность немного развернуть сценарий против него, когда он теряет своего попугая. Sure, I'd be happy to look for him. For a few bolts. А затем с помощью этих ховербутсов находим убежище Нефтина, чтобы обсудить с ним дальнейший план действий. Так что вроде как получается, что кристаллы нам даже нужны, но главный косяк здесь в том, что это убивает весь темп прямо в преддверии финала. Не круто. Хотя чисто как уровень прогринд он вполне себе ничего. Не слишком большой, не слишком маленький, изредка встречаются места, где кристаллы интересно спрятаны, и здесь даже есть какое-никакое ощущение прогрессии, потому что начинаете вы пешком и сильно далеко уйти не можете, потом вы получаете ховербутсы, которые кроме этой локации и арены нигде толком не нужны, а с ними и возможность прыгать с трамплинов, чтобы добраться до дальних островов, а после открываются заправки для джетпака, и по абсолютно всей локации становится можно летать, чтобы добраться и до мест, где одной только скорости ботинок мало. Ну и по дороге еще можно спасти водопроводчика, который при взрыве корабля в начале застрял в сейфе, после чего он может собрать нам Райана из найденных нами чертежей. Потому что именно этим и занимаются водопроводчики в свободное время, если вы не знали. Вместе с Нефтином мы решаем извлечь оригинальный измеренитель из музея межгалактической истории на планете Иглек, потому что, конечно же, он там просто сидит на виду, починить его и одним движением спасти Вендру и вернуть чертиков обратно в их преисподнюю. И пусть своего финала игра достигает гораздо быстрее, чем хотелось бы, эта концовка одна из моих самых любимых в серии. Если не брать комикс, который немногие читали, здесь Рэтчет впервые аж после квест в Буте встречается с Талвин лично и немного помогает ей справиться со смертью Кронка и Зефира. Хотя прежде чем сильно радоваться, здесь же все и заканчивается. Вот кому в этой серии больше всего обломов достается. Следом мы входим в сам музей, доверху наполненный экспонатами, которые не только рассказывают интересные факты о вселенной, но и повествуют чуть ли не обо всех прошедших приключениях Рэтчета и Клэнка. Побежденные злодеи, посещенные места, важные персонажи и даже предметы и гаджеты, и все в сопровождении экскурсовода. Это огромный ностальгический трип, торжество всей истории этой серии и просто безумно красивое напоминание о том, какой огромный путь мы проделали за все это время. Хотя чего я не потерплю, это того, что про Тахиона сказали меньше, чем даже про вот этого вот додика. Хороший показатель того, какой из него получился злодей. В 5000-й раз здесь тоже есть свои отсылки к ранее заброшенным идеям. Финальная битва с биоразрушителем в Апью Арсенал, например, задумывалась быть совсем другой, более замороченной и эффектной, но времени на это тогда очень не хватало, так что мы получили то, что получили. Но здесь, в Into the Nexus, мы встречаем музейный экспонат биоразрушителя, который во многом передает тот изначальный концепт. Всем, кто все еще сомневался после спин-оффов, посвящается. Oh man, look at me. Well, look on the bright side. At least you will not shed all over the apartment anymore. Very funny. Ничто так не говорит о финале, как подобная прогулка по аллее памяти. Хотели вы того или нет, эта игра подводит черту под этой главой жизни серии. В конце экспозиции мы наконец находим оригинальный сломанный измеренитель и передаем его Нефтину, чтобы тот вместе с Поликсом его отремонтировал, а сами отправляемся отражать полномасштабное вторжение чертиков, которые уже сюда прилетели, чтобы нам помешать. В Tools of Destruction у нас уже была большая предфинальная битва в этом же Meridian City, однако если там она проходила на классическом для серии линейном пути, то здесь перед нами открывается целый район города, где мы можем пойти в любом направлении и начать зачищать отряды врагов в любом удобном нам порядке. А с их количеством и силой это ощущается еще более весомым и значимым. Это уже точно конец. Уничтожив их всех, мы ныряем в плотный городской трафик и, уворачиваясь от летящих прямо нам навстречу машин, наконец добираемся до места заключительного сражения с Мистером Глазом. Как злодей, он в целом-то ни к селу, ни к городу. Можно, конечно, поспорить, что он представляет из себя метафору опасных последствий желаний или что-то типа, но это я скорее всего ищу смысл там, где существует просто белка с пистолетом. Но вот как босс-файт, он один из лучших, что эта серия может предложить. Чувак, он очень мясистый, и нам придется использовать много пушек, чтобы с ним справиться. Атак у него немного, но они компенсируются крошечными аренами, на которых стоим мы, и временами достаточно хитрыми таймингами в паре с низким фреймрейтом. Но время от времени он будет буквально вытаскивать у нас землю из-под ног и ломать гравитацию, и нам приходится летать туда-сюда между обломками зданий, избегая его лазера, или чем это там он из глаза стреляет. Прямо посреди битвы измеренитель оказывается восстановлен, и Клэнк отделяется от Рэтчета, чтобы найти Вендру в другом измерении. По ходу сражения мы так переключаемся между ними несколько раз. Пара минут с Клэнком, пока он помогает Вендре сбежать, затем пара минут с Рэтчетом, пока он пытается одолеть этого монстра, который иногда может даже переворачивать арену и заставлять нас бегать вверх ногами. Как минимум, это просто до жути эпично, и в плане постановки и того, сколько всего нам приходится делать, это однозначно одно из самых крутых финальных сражений в серии. В конце концов,
концов нам удается ослабить его достаточно, чтобы с помощью измерителя и способностей Вендры его можно было отправить обратно туда, откуда он явился, вместе со всей остальной нечистью. Нефтин соблюдает свою часть сделки и уходит вместе с Вендрой в тюрьму. Put me down. I will not go to jail. Vendra, shut up. We're going to jail and that's final. Can we still be evil? No. А измеритель, жестянка эдакая, развалился на части еще круче прежнего и снова не работает. И теперь Рэтчету не остается ничего, кроме как просто от души посмеяться над всей ситуацией. Столько времени он пытался найти Ломбаксов и свою семью, столько возможностей перед ним было это сделать. Возможностей, которые он сам отверг из-за ужасных последствий, которыми они бы обернулись. Но именно сейчас, в идеальный, казалось бы, для этого момент, очередная такая возможность сама от него ушла прямо из-под носа. Уже и не знаешь, это специально вселенная издевается или что. If the Dimensionator was functional, would you use it? To find the Lombaxes? I don't know. There was a time I would have said yes, but at this point, there's more for me here than over there. Однако это не означает конец. Ответ Рэтчета пусть и абсолютно логичен, но он не звучал как однозначный отказ от этой идеи, да и Клэнк от собственного обещания помочь ему найти родную семью не отрекался, даже если в итоге это заняло бы больше времени, чем того хотелось бы. И пусть даже эта игра оставляет мощное ощущение «я хочу еще», пусть даже она вызывает невольные мысли о том, насколько еще круче она могла бы быть, будь она длиннее и будь у разработчиков больше времени, даже в нынешнем виде она все еще абсолютно жжет, и она все еще является отличным завершением этой главы жизни серии. Да, она все еще оставляет без ответа многие темы, поднятые в самом начале саги Future, но зато она наконец-то позволяет Рэтчету лучше обработать все это многолетнее приключение, сталкивая его со злодеями, на которых он сам мог бы быть похож, если бы начало его жизни сложилось по-другому. Это дает ему хотя бы частицу завершения, и в моих глазах уже одно это делает Into the Nexus лучшим потенциальным финалом для серии, чем та же A Crack in Time, которая изначально могла, а может и нет, стать последней частью. В случае Into the Nexus, однако, подобных заявлений никто даже близко делать не собирался. Как минимум, спустя 2 года после нее должна была выйти игра по мультфильму, работа над которой уже велась в фоне, а после нее уже можно было бы вернуться к основному сюжету и продолжить там, где остановилась Nexus. А потом случился Marvel, и все планы опять поехали. Как всегда. И, быть может, это в итоге и к лучшему. Не считая перерыв в 2010 году, Into the Nexus положила конец ежегодным релизам игр этой серии, и несложно увидеть, почему Insomniac сделала такой выбор. Кроме Человека-паука, конечно же. Если последние 3 игры на PS3 хоть что-то продемонстрировали, так это то, что у Insomniac всегда есть много интересных идей, которые она готова применить. Хоть заброшенные концепты со старых проектов, хоть совершенно новые мысли. Но попытки продолжить это ежегодное расписание и сочетать его с новой рабочей культурой, сфокусированной на уменьшении кранча настолько, насколько это вообще возможно, привели к тому, что многие из этих интересных идей так и не достигли своего полного потенциала. Да и то, что сами игры стали такими маленькими, людям тоже не особо нравилось. Они были хорошие, но аудитория хотела еще. В этом смысле развитие технологий — это одновременно и дар, и проклятие. Да, более продвинутая техника позволяет создавать вещи, которые были невозможны ранее, но для их создания требуется больше сил, времени и ресурсов. И с PlayStation 4 уже вот-вот на горизонте рост этих требований и не думал останавливаться. Если мы снова хотим полноразмерные игры, сделанные при этом без высасывания всех жизненных сил из разработчиков, их придется ждать дольше. По-другому просто никак. Но это лишь дополнительное усложнение для уже и без того веселой жизни студии и самой серии. Практически все свое существование у RNC всегда была целая гора амбиций, которая с каждой новой игрой становилась только больше, и воплощение которой в полной мере с каждым разом становилось все более невозможным, пусть даже студия все равно старалась. Попытки совершить невозможное — это, конечно, хорошо и замечательно, но только до определенного момента, и Insomniac свою черту уже почти пересекла, когда она занималась A Crack in Time. После такого подобный даунсайзинг во второй половине жизненного цикла поколения и более смелые эксперименты с заброшенными и новыми идеями были практически единственным здравым вариантом, не только для выживания серии в тяжелое для подобных игр время, но и для стабилизации студии. Но одна вещь, которой проекты такого уровня не смогут достигнуть при любом раскладе, это масштаб, а он серии как ни крути нужен, особенно если она хочет таки довести всю эту историю до полноценного завершения. В том числе поэтому, не считая Marvel, конечно же, прямое продолжение Into the Nexus в лице Rift Apart пришлось ждать целых 8 долгих лет. Все это время помогло Insomniac
Insomniac сделать первую полноразмерную основную часть серии за последние аж 12 лет, с привычными себе амбициями, масштабом, идеями, но при этом же впервые в своей жизни без какого-либо кранча как явления вообще, что, как по мне, является вообще лучшим возможным исходом. Именно путем такой итерации, более компактных проектов, грамотной внутренней рефлексии и менеджмента Insomniac в конце концов смогла окончательно уйти от культуры работы, которая вполне легко могла ее прикончить. Однако до того, как мы исследуем эту главу, нам нужно справиться с одним последним препятствием. Какой бы временами противоречивой ни была для серии эпоха PlayStation 3, именно на этом поколении она отличилась наибольшей плодовитостью, получив сразу целых 6 игр. Но на последовавшей за ней PS4 такая игра вышла лишь одна. Переосмысление, как его назвала сама Insomniac, оригинальной первой части 2002 года, не ремейк, которая существует как парный проект для полнометражного мультфильма. И по сравнению с ней, даже период спин-оффов с PS3 кажется не таким безумным, потому что эта игра со временем, кажется, окончательно раздробила фанбазу надвое. В цифрах Ratchet & Clank 2016 года с отрывом самая продаваемая игра серии. Классный контраст с Into the Nexus, да? Оценки и от критиков, и от игроков она поначалу получила очень хорошие. Вот только если вы попытаетесь заговорить о ней сегодня, то скорее всего вас встретят слова о том, что эта игра чуть ли не убила серию, что она идет против всего, что сделала ее собой, и что она вообще является позором франшизы и оскверняет великую оригинальную первую часть, и лишь один только одноименный мульт может уступить ей в качестве. Откуда все это взялось? Насколько возгласы фанатов похожи на правду? Кто прав в этом споре? И при чем здесь Сильвестр Сталлоне? Обо всем этом и больше в следующем выпуске. Спасибо за просмотр.